Друзья, всем привет! Меня зовут Артур, и сегодня мы продолжаем рассказывать о музыке и, самое главное, о людях, которые пишут музыку для игры Royal Quest. И сегодня у нас в гостях Егор Федотов, композитор, музыкант. Как раз-таки Егор приложил свою руку к тому, что мы сейчас слышим в игре. Егор, привет! Приветствую. С чего началось все? Был ли ты с музыкой связан в детстве? Как вообще она попала в твою жизнь? Мой путь музыканта начался примерно, когда мне было лет 16, наверное. Все началось с отца, если честно. Он у меня слушал рок-музыку, Black Sabbath, Led Zeppelin, AC/DC. Ну и мне, похоже, это передалось на полную катушку. Была дома акустическая гитара, я начал бренчать на ней, ну, пытаясь скопировать, как это делал отец, а он неплохо у меня играл. Отец меня научил каким-то азам. У меня что-то начало получаться, буквально там, знаешь, на одной струне. Наиграть какую-нибудь мелодию с Deep Purple, там, Smoke on the Water, которые все играют, начинающие гитаристы. Ну, гитаристы меня поймут, кто в теме. И ты знаешь, получилось. Вот что-то из этого вышло, и все, вот этот какой-то огонь, который не дает тебе остановиться. А потом все-таки ты решил как-то формализовать это образование музыкальное, чтобы писать? Или вот ты продолжал свой путь самообучения? Я продолжал именно путь самообучения. Образование у меня было, но только не музыкальное. Я не знаю, как это бывает в жизни, но сложилось, что я поступил в медицинский университет. Там днем я учился в универе, а вечерами я собирался на репетициях с ребятами, мы разучивали новый материал, ну и я оттачивал мастерство. Я находил какие-то самоучители, плюс там ребята что-то подсказывали. Ну, я оттачивал это мастерство самостоятельно, часами просто дома я сидел на гитаре, потому что это был мой основной инструмент. Просто сидишь, играешь эти гаммы, оттачиваешь рифы, как правильно ставить руки, ну и так далее, там много всяких нюансов. И в какой-то момент я понял, что в принципе без музыкальной школы можно обойтись. И мне этого было достаточно. И как-то вот я не испытывал сожаления от того, что я не пошел по профессиональной музыкальной стезе. А в это время компьютерные игры и вообще игры, может быть, приставка, они в твоей жизни занимали какое-то место? Я не могу сказать, что я был прям заядлым игроком, потому что, признаюсь честно, музыка меня вот она больше поглощала. Все-таки я больше в этой сфере развивался. Но, тем не менее, игры, да. Появлялись игры, Half-Life, я помню, я прям засиживался в эту игру бесконечно. Был такой у меня период в жизни. У меня потом даже сложилось так, что я мог не играть в игру, не смотреть даже какой-то фильм, но просто поинтересоваться, что там за саундтрек, и отдельно его послушать. То есть звуки, конечно, да, меня интересовали оттуда. Но А именно сможешь как-то... музыкальные звуки, не Да. саунд-дизайн. То есть есть отдельное направление еще саунд-дизайн, когда человек создает именно звуки оформления, там шаги, там звуки оружия и так далее. То есть я в эту стезю не пошел, я больше по музыкальной части. А вот этот момент, когда ты стал писать не для себя, не для своей группы, а вот для кого-то извне, что кто-то обратился к тебе как к композитору. Вот этот момент помнишь, что это было, когда это было? Я бы сказал, это был вообще переломный момент в моей жизни. Мы еще выступали с группой, но я уже начал чувствовать, что мне чего-то не хватает. Потому что, как ни крути, но если ты играешь в группе, то ты ограничен вот буквально несколькими инструментами. Хотя со мной многие поспорят, в рок-музыке я прекрасно понимаю, можно выразить огромную гамму чувств. Но, тем не менее, мне этого на тот момент не хватало. Плюс у меня вставал вопрос зарабатывать деньги, как-то реализовывать себя в жизни. А признаться честно, на тот момент рок-группа, она не приносила каких-то существенных денег. Я помню первые деньги от именно рок-группы, которые мы получили, выступая в одном клубе. Мы просто вечером вышли из этого клуба, и этих денег нам хватило, чтобы сесть в такси и доехать просто на такси домой. И все. И вот тут мне открылся как раз мир создания саундтреков. Я понял, что там горизонты вообще бесконечные. Инструментарий огромный, благодаря особенно компьютерному софту, когда есть различные синтезаторы, виртуальные инструменты, оркестровые и так далее. И тут я начал думать, а как это реализовать.
понял, что компьютерные игры — это то самое. Потому что есть разработчики игр, они выпускают игры, и им всегда нужны саундтреки. Я разослал, наверное, может быть, паре сотен разработчиков, которые я сумел найти, контакты. Там любые были контакты, начиная от email, заканчивая какими-то форумами, личными сообщениями и так далее. То есть я вот сделал такую рассылку, что вот я такой-то, такой-то, вот у меня есть несколько демок, я бы хотел с вами сотрудничать, попробовать работать, писать музыку. Из этих пары сотен мне не ответил практически никто. Как будто бы ты пишешь просто в пустоту. И вот это длилось какое-то время, я уже, ну не то чтобы отчаивался, но начал подозревать, что что-то здесь не так. Но продолжал. Вот я чувствовал, что это мой путь. Надо продолжать, из этого что-то выйдет. И вдруг в какой-то момент мне ответили как раз-таки с Katauri Interactive. Им понравились мои демки, и предложили, собственно, писать музыку для Royal Quest. Так все и началось. Я тогда общался с Александром Языниным, арт-директором, и он сказал, что треки классные, нам понравилось. Слушай, и какие эмоции ты испытал, когда впервые после 300 обращений тебе кто-то ответил, еще и предложил работу? Восторг, конечно, я был очень рад. Это было необычно, но тем не менее ожидаемо, потому что я надеялся все-таки, я знал, что ну когда-нибудь должно было это случиться, рано или поздно, что я зря все это делал. Конечно, я обрадовался. Дальше мне рассказали про то, что будет выходить игра Royal Quest. Сейчас она готовится там, по всем параметрам, в том числе и с позиции саундтрека. И нужны определенные композиции. Мне скинули скриншоты, то есть изначально я вдохновлялся только скриншотами. Смотрел на различные локации, как там все выглядело, Мне понравилось, я оценил, классно. Как-то попытался в голове представить, а какая же музыка там должна была быть. Но нет, моих представлений там было недостаточно, потому что есть представление разработчиков, и в данном случае это стоит учитывать, бесспорно. И Александр мне объяснял, какая музыка там должна быть, какого формата, какая длительность композиций, примерно какое настроение должно быть, примерно для каких локаций. И вот исходя из всего этого, скомпилировав всю эту информацию, которая мне была предоставлена, я начал творить. Я весь на энтузиазме начал сочинять первый трек. Я думал, все, это будет шедевр. Это лучший трек года. Его там сразу все примут и все будут в восторге. И получаю ответ. А трек-то вообще не то. Там просто разнос был, если честно. Полный разнос. То есть вообще не попал, не угадал. Ни в жанре, ни в чем. И тут я начал думать, как зацепиться вот за то, что от меня хотят. Как уловить ту идею, которую от тебя хочет разработчик. Мое видение — это одно, но видение разработчиков может быть совершенно другое. Я сделал еще одну попытку, вообще не то оказалось тоже. Все какое-то то унылое, то неинтересное, то вообще неподходящее, то слишком динамичное. В общем, не так и не так. Блин, ну как так? Я столько старался. Может, я и не закончил там консерваторию, но тем не менее, я столько лет тренировался сочинять музыку, я тут осваиваю софт. И когда мы общались с Александром, он тоже говорил, что если что-то будет не так, ну не получается, вот, ну никак не идет оно, ну что ж, тогда значит не судьба. Но я знал, какая судьба должна быть. И в какой-то момент, через несколько попыток, все-таки я получил вот это сообщение, что да, нам всем понравилось, это то самое, круто, вот как надо. Это был трек под названием Mysterious Wood, таинственный лес. И как проходили вот эти итерации? Достаточно было текста, который они тебе дают с отзывами, или они присылали еще материалы, еще описание? Вот как проходит процесс именно полирования? Да, есть дополнительная информация, когда мне рассказывали, какое настроение должно быть в композиции. Это тоже очень важно. То есть
одних скриншотов, конечно, недостаточно. Они помогают настроиться, примерно понимать, позитивный будет, негативный. Ну, например, если это какие-то подземелья в игре, то сразу понятно, что что-то мрачное надо сочинять. Если это локация на поверхности, где светит солнышко, зеленая травка, то что-то более позитивное. И мне эти моменты все рассказывали. В том числе и скидывали примерные треки, не мои, другие, которые можно за ориентир взять, вдохновляться, так скажем. И итерации, да, конечно, они были. Их было немало. Например, мне говорили, что вот этот инструмент лучше убрать, он совершенно не подходит. А вот этот инструмент лучше выделить, сделать погромче. Ну, видение разработчика. И так вот потихоньку, помаленьку это все продвигалось к финальной стадии. Егор, а вот пройдя путь, да, такой немножко тернистый с первым треком, когда ты приступал к следующему треку, было проще или было, наоборот, еще волнительнее? Потому что боялся, что вот снова придется там несколько итераций, или уже чувствовал некую уверенность? Не, было попроще, да, уверенности было больше, потому что я ухватил этот момент, какая она должна быть, эта музыка, и стало уже проще. Когда первый вот это вот перо выдернешь из разработчика, если ты его угадал правильно, то потом, как правило, все становится легче. И в итоге ты сколько треков, получается, написал для Royal Quest? Что-то около 18. Ну, более 15 Ничего точно. себе. 18 треков, по-моему, там было. Почему я Обалдеть. говорю примерно? Потому что, может быть, спустя время какие-то из них там исключили из каких-то локаций или оставили, вот это я точно не могу сказать. 18 треков вот у меня в списке было, я смотрел, вот папка была у меня на компьютере, Royal Quest Ost, и там было 18 треков. А сможешь назвать свой любимый? Вот как композитора. Вот ты считаешь, что вот этот трек, вот, ну, здесь прям, ну, красота. Dark Side. Этот трек мне особенно полюбился. И полюбился он мне в том числе после того, как я увидел отклик у игроков. Я читал комментарии, где-то мне попадались, я уже точно не помню где, и почему-то люди писали, что вот этот трек им особенно запал, Dark Side. Я его еще раз переслушал и тоже как-то проникся особенно. И он мне тоже начал казаться, что действительно что-то в этом есть. А вдруг в памяти сохранились, знаешь, воспоминания, какой из них был самый быстрый? Вот это я написал, вот буквально я увидел и полетел. Был трек под названием «Тамос». И вот этот трек, наверное, получился достаточно быстро, как-то вот вообще на одном дыхании буквально, насколько я помню. А самый долгий, ну, ты уже о нем знаешь, это тот самый первый, Mysterious Wood. Егор, а насколько тебе самому был близок мир, для которого ты писал музыку? Знаешь, что фэнтези, связь магии и технологий. У тебя у самого это откликнулось? Да, у меня это откликнулось. Когда я только начинал писать саундтрек, еще игра находилась в разработке, и у меня не было возможности в нее поиграть, но когда уже можно было поиграть, началось открытое тестирование, я тоже начал в нее играть, погрузился в этот мир, честно сказать, в какой-то момент я понял, что я окунулся даже, наверное, слишком сильно во все это. Это уже начало переходить как будто бы какие-то границы. Но мир это точно мне понравился, запомнился, да. Был забавный случай. Я начал играть, когда уже тестирование открытое было. Уже ряд композиций звучали непосредственно в игре, которые я написал. И я начал играть, познакомился там с какими-то другими игроками. Ну, как это бывает, переписывались в чате, что-то обсуждали, ходили в какие-то рейды совместные и так далее. И в какой-то момент разговор зашел о том, что кто чем занимается, кто откуда. Более такой личный разговор. Стало интересно всем. И мы общались, и каждый говорил, откуда он и чем занимается. Ну, я честно сказал, что я вот пишу музыку вот для этой игры. На это была очень интересная реакция. Мне никто не поверил. Вот все подумали, что я всех разыгрываю. Действительно, никто не поверил. Все посмеялись, сказали: о, какая смешная шуточка. Да, конечно, да, ты пишешь туда музыку. Ага. А мы там американские президенты, да, точно. И никто не поверил. И я продолжал с ними играть. Говорю, ну окей, ладно.
Я не обиделся, я понимаю, ничего страшного. Но такой курьезный момент был. Ну, я бы тоже не поверил. Ну, я честно ответил, меня спросили, я ответил. А помнишь свой ник? Вдруг будут смотреть видео те, кто когда-то был с тобой в пати, и такие, блин, да, нам говорил один парень, что он пишет музыку, а мы не поверили. Слушай, вот это надо подумать, какой у меня был ник тогда. Ну Возможно, ничего. возможно. Он был Севиан. Вот в Севиан. памяти у меня, да, всплывает вот это вот. Поэтому, ребят, кто однажды не поверил, что Севиан пишет музыку для Royal Quest, вот, ну вот пруфы. Вот пруфы прямо здесь. Скажи, Егор, а насколько важно композитору, который пишет саундтрек для игры, ну, в данном случае для Royal Quest, погрузиться в игру и сыграть в нее? То есть это тебе помогло? Насколько это, так сказать, повлияло на твое восприятие игры и музыки, которую ты для нее пишешь? Я бы сказал, что для меня это было необходимо. Там не стоял вопрос, поможет мне или это не поможет. Ты знаешь, это просто была вот внутренняя какая-то потребность, необходимость. Я начал писать музыку еще когда я не играл в эту игру, не было возможности. И когда она начала выходить, было просто огромное желание посмотреть, а как же оно в геймплее все это звучит. Это была просто необходимость, даже потребность, я бы сказал. Я не могу сказать, что 100% это такая зависимость. Если ты поиграл в игру, значит музыка будет лучше. Или если не поиграл в игру, ты недостаточно вдохновился, и музыка будет хуже. Практика показывает, что не всегда так. Можно и на скриншотах, и объяснении разработчика написать классную музыку, если ты вот попал, угадал в это настроение, которое тебе объяснили. Но в моем случае это была просто необходимость. Необходимость, я имею в виду личная, душевная. Не в смысле, что меня кто-то заставлял и говорил, давай, давай, играй, без остановки, постигай этот мир. Нет, необходимость, что я и другого варианта не видел. Просто очень хотелось в нее поиграть и увидеть, как оно в реале все происходит, как эта музыка сочетается. Собственно, это была первая игра, где я увидел, что музыка моя звучит в локации. Я играю как персонаж, происходят какие-то события, и фоном играет эта музыка. И, о чудо, я порадовался, что она сочетается. Может быть, конечно, со мной кто-то не согласится. Все-таки есть игроки, которые любят включать на фон свою музыку или вообще ее отключают. Я с пониманием к этому отношусь. Но отмечу, что вот когда я играл, мне показалось, что все было в кон. И я не жалею, что я поиграл в нее. Но не так давно, когда выходил ремейк Silent Hill, да, там Акира Ямаока, композитор, он пришел к студии разработчику, который спустя многие годы решили сделать ремейк, и сказал, дайте я перезапишу все. Прошло там 10-15 лет, я по-другому хочу все это обработать, сделать, аранжировки и так далее. Есть ли такое чувство у тебя с Royal Quest, что слушая, ты думаешь, не, Егор, 10 лет назад вот надо было вот так сделать? Частично есть такое чувство. Во-первых, по объективным причинам, потому что те возможности, которые были у меня более 10 лет назад, и те возможности, которые современные технологии предоставляют сейчас, это очень разные эпохи. Даже эпохи, наверное, можно сказать. Когда я писал вот этот первый самый трек Mysterious Wood, у меня даже не было MIDI-клавиатуры на тот момент. То есть я сочинял с помощью мышки и обычной клавиатуры компьютерной, обычной, текстовой. И использовал гитару еще свою периодически. То есть у меня не было даже клавиш MIDI-клавиатуры. И что, кстати, тоже примечательно, я когда написал первый трек, и он был полностью принят, и, не побоюсь этого слова, оплачен, что для композитора тоже немаловажно. Я именно на все эти деньги, первое, что я сделал, я поехал в музыкальный магазин и все их потратил на новую MIDI-клавиатуру. У меня появилась 4-октавная MIDI-клавиатура, и, кстати, это тоже повлияло на то, что мне музыку стало писать проще. Одно дело ее мышкой царапать в музыкальных программах, и совсем другое уже наигрывать буквально физически.
И с тех пор, да, изменилось очень многое. И вот я возвращаюсь к твоему вопросу. Технологии изменились. Появилось огромное количество новых плагинов, способов обработки звука, музыкальных библиотек, там, оркестровые библиотеки, электронные, какие угодно. Тогда тоже это было, но не на достаточном уровне, как сегодня. И если бы я мог изменить вот эту техническую составляющую, вероятно, это зазвучало бы иными красками. Но с философской точки зрения хочется сказать, а стоит ли все-таки? А не упустится ли, не уйдет ли какая-то энергетика, атмосфера, настроение, которые были именно тогда, именно с тем звуком? Может быть, это должно было быть именно так и никак иначе. Такое бывает, когда технически идеально выверенный звук, переписанный, казалось бы, он супер, но что-то теряется, и в этом уже нету той души, которая была тогда. И даже некоторые музыканты порой оставляют качество первых каких-то записей специально, чтобы не потерять вот то, что было там. Поэтому это Слушай, философский вопрос, стоило бы что-то переделывать или не стоило. Если сильно погружаешься в проект, и это для тебя не просто обыденность, будни, работа, а что-то большее, это тоже и будни для тебя, и работа, но при этом ты находишься там не как человек со стороны, а именно как участник. Ты все это сопереживаешь. И, конечно, когда все это кончается, ну, испытывается некая грусть, тоска, потому что не хочется расставаться с этим проектом. Но такова жизнь, она двигается дальше. Приходится переходить к другим проектам. Но самое главное, есть некие вещи, которые остаются навсегда. Это опыт. Тот опыт, который я получил благодаря этой игре, а это колоссальнейший, я считаю, опыт, он до сих пор со мной. Скажу без ложной скромности, я до сих пор использую некие приемы, там какие-то лайфхаки музыкальные, которые я в те годы еще почерпнул. Они оказались бесценными и актуальны и по сей день. Поэтому в каком-то смысле вот этот наработанный опыт, он живет и продолжает жить по сей день. отлично. Нет, ну это здорово. Здорово, когда на протяжении лет сохраняется все-таки какое-то тепло к своему труду, к проекту, над которым ты работаешь. Это здорово. И в конце нашего интервью я бы хотел, знаешь, что спросить? Вот сидит нас, смотрит игрок в Royal Quest, и вот он ловит себя на мысли, что хочу начать писать музыку. Твои советы, вот что этому человеку, мальчику, девочке, неважно, стоит сделать? Какие должны быть его первые шаги, чтобы встать на путь композиторства, музыканства, на путь музыканта? Самый главный совет, в том числе, наверное, я дал бы его и себе, если бы я был в том же возрасте. Это то самое упорство, о котором я говорил ранее. Наверное, на нем зиждется вообще любая сфера, любая профессия, не только музыкальная. И именно оно позволяет реализовать все свои творческие идеи, упорство. Если бы я не был целеустремлен, как раньше, и не рассылал, например, вот эти предложения разработчикам, тогда, возможно, я бы и не писал эту музыку для Royal Quest. Также упорство, оно позволило мне самостоятельно освоить азы гитарного искусства и в целом музыкального искусства. Как говорится, терпение и труд все перетрут. То есть тут дело не столько даже в таланте, хотя, наверное, он тоже необходим, но главная составляющая — это вот это намерение делать это не 1 час, там, не 2 дня, а продолжительно, долго, возможно, на протяжении лет. Ну, я могу только сказать, что я с тобой полностью согласен. Ты, мне кажется, абсолютно прав, что если чего-то хотеть и делать это, не зря ты привел пример, это отличный пример, я считаю, очень воодушевляющий, вдохновляющий, что твоя первая композиция, да, как композитора уже в игровой индустрии, она была встречена не очень позитивно. И были итерации, и, наверное, я подозреваю, что были моменты, когда казалось, что, блин, достали. Ну, всяко оно бывает. Конечно, все мы люди, устаешь, тратишь силы и просто думаешь, достали. И вот очень здорово, что в свое время ты не сдался,
не сложил руки, а все-таки продолжил, добил своего, и теперь в Royal Quest есть 18 крутейших треков. Поэтому за твою целеустремленность, Егор, спасибо тебе большое. И тебе спасибо. А я напоминаю, что с нами был Егор Федотов, композитор, музыкант и человек, подаривший Royal Quest десятки крутейших треков. Спасибо, Егор. Спасибо тебе, Артур. Спасибо за интервью. Всем всего доброго. Все, пока-пока.